Здравствуйте, зрители моего канала. Давно я не делал видео про каких-нибудь актеров или режиссеров, и поэтому в сегодняшнем видео я хочу показать вам свою коллекцию фильмов, которые были сняты известным английским британским режиссером Сэмом Мендесом. У меня в коллекции есть почти все его картины, которые выходили с русским языком, и поэтому в этом видео я хочу всех их показать. И первый фильм, а именно картина 1999 года, это фильм «Красота по-американски». Данная картина у меня представлена в таком вот сборнике с 4 фильмами, один из которых это фильм Сэма Мендеса, его дебютный фильм. В главной роли в этой картине Кевин Спейси. Его диск с данным фильмом. И данный фильм сразу же принес Сэму Мендесу Оскар за лучшую режиссуру. И кроме того, «Красота по-американски» выиграла награду в 2000 году за 1999 год за лучший фильм по мнению Оскара. Такая вот дебютная картина данного режиссера «Красота по-американски». Далее переходим к следующему фильму, а именно 2002 год. Следующая его картина это фильм «Проклятый путь». Это у нас гангстерский боевик. Присутствует у данного издания внутренний арт с главным героем данной картины, которого исполнил Том Хэнкс. Также в данной картине у нас снялись Пол Ньюман и Джуд Лоу. Такая вот достаточно неплохая картина от Сэма Мендеса. Идем далее. 2005 год. И в 2005 году Сэм Мендес выпускает фильм уже на военную тему, а именно «Морпехи». Такое вот издание. Сам диск. Как я сказал, по названию и по обложке мы видим, что это фильм про военных, про морпехов. И здесь в главных ролях у нас снялись Джейк Джилленхол, Питер Сарсгард, Крис Купер и Джейми Фокс. Фильм 2005 года. Далее еще 3 года. 2008 год. И Сэм Мендес выпускает фильм «Дорога перемен». Это второй фильм, в котором вместе снялись актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Первый, это же, конечно, «Титаник» от Джеймса Кэмерона. А это вторая картина с данным дуэтом «Дорога перемен». Такое вот издание. Появилось совсем недавно в коллекции, именно на Blu-ray. Хотя на DVD было уже давно данное кино в коллекции. Фильм «Дорога перемен». Далее, следующей картины у меня нет в пути, которая вышла спустя год, в 2009 году. Поэтому переходим к картине 2012 года, а именно фильму «Координаты Skyfall», который относится к Бондиане. И в роли Джеймса Бонда в данной картине у нас Дэниел Крейг, актер. Есть у меня в таком вот отдельном издании данное кино на Blu-ray. Фильм «Координаты Skyfall». Далее, 2015 год, еще спустя 3 года, вышел еще один фильм из Бондианы про Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга. Представлен у меня в составе такого вот сборника данный фильм. А именно эта картина «Спектр», в которой так же, как и в «Координатах Skyfall», снялся в главной роли Дэниел Крейг. Так что «Координаты Skyfall» присутствует у меня в 2 изданиях. Отдельном и в составе такого вот сборника.
И, наконец, последний фильм, который выходил с русским на Blu-ray. И вообще выходил на физических носителях от Сэма Мендеса. Это картина 2019 года, фильм 1917, который также выиграл 3 Оскара. Можно видеть здесь. Это еще один фильм на военную тему. В данном случае у нас фильм про Первую мировую войну, как понятно из названия, которое обозначает год, 1917 год. Далее здесь у нас уже другая обложка. Присутствует буклет данного издания. И также присутствует внутренний арт. Особенность данной картины в том, что здесь как бы сделано типа без склеек, одним кадром. Хотя, конечно, склейки были, но склейки эти относительно незаметные. И также такой вот буклет. Здесь видим кадры со съемок, небольшие текстовые пояснения. Видим самого режиссера Сэма Мендеса на съемках. Еще кадры. Картина в целом неплохая. Мне данный фильм понравился. И на Оскаре 2020 года он был одним из триумфантов данный фильм. Такие вот кадры в данном фильме. Видим здесь Бенедикта Камбербэтча, который исполнил здесь одну из ролей второго плана. Такое вот издание 1917. Это был последний фильм Сэма Мендеса, который выходил с русским и на физических носителях. Также в 2022 году у Сэма Мендеса выходил фильм «Империя света». Такая вот полная фильмография, которую я вам сказал. У данного режиссера из фильмов у меня присутствует 7 картин данного режиссера Сэма Мендеса. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.